Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, создание материи будущего. В данной теме мы рассматриваем тот вопрос, что когда речь идет о будущих событиях, то в данном случае для личности человека это в том числе и создание материи будущего, то есть когда человек может не просто, например, за счет импульсного или технологичного уровня управления строить события, либо, например, через прошлое или через текущее время. Но в данном случае есть такой процесс, что конкретная информация будущего, которая находится, вообще говоря, в конкретной области и в конкретном пространстве, значит, в отношении к человеку, эта информация, эта материя также обладает свойствами обычными, скажем, обычной материи, так скажем, в формальном представлении. И эту материю, вообще говоря, можно создавать просто. А таким образом, когда мы говорим о таком подходе в управлении, то получается, что достаточно всего лишь навсего ощутить элемент, например, будущего на своем физическом теле, например, там на уровне стыковки кожи человека, информации, и мы получаем, что элемент будущего – это есть та реальность, которая одновременно бесконечна по свойствам, потому что здесь такая, вообще говоря, ситуация, что будущее, которое не осуществилось, обладает обязательно бесконечным свойством действия. Вот неосуществленный элемент имеет уровень бесконечного, получается, проявления для вашего сознания. И здесь мы имеем свойства, сходные с структурой души человека, потому что в душе человека также каждый элемент действия души – это есть действие бесконечное, например, для духа человека. Когда мы рассматриваем, как в этом случае действует Бог, то получается, что Бог дает будущее для себя, вообще говоря, внутри структуры своей личности. То есть Бог осознает будущее как, скажем так, текущее настоящее. Восприятие человека – это получается, что человек воспринимает Бога все время в движении. И действительно он смотрит на внешний мир, на любую систему управления, на действие Бога именно в движении. И получается, что он видит обязательно некое движение. Получается, что будущее – это всегда динамичная составляющая сознания человека. Вот здесь я сразу же перешел к структуре именно сознания человека через внешнее, так скажем, управление. И получается, что чтобы воспроизвести, например, себя в будущем, достаточно построить такую материю будущего, которая будет аналогична материи действия души человека. Ведь есть душа человека, а есть еще действие, а есть, вообще говоря, материя действия. И получается, что это все равно, что некая дорога, по которой происходит действие. И вот эта вот материя действия, это есть некая объединяющая субстанция, где прошлое практически настолько отдалено от сознания человека, что прошлое, получается, вытеснено из уровня восприятия и воспринимается, например, только будущее. Ведь для того, чтобы в информации четкие градации будущего выработать, нужно не просто смотреть на, например, календарь, как-то представлять, если речь идет о механизме представления, а именно реально работать с информацией будущего, так как с блоками информации, как сферами, какими-то светящимися уровнями управления. Поэтому здесь еще стоит вопрос именно выделения информации будущего из сферы восприятия. Получается, что для того, чтобы, например, излечить, мгновенно человека в каких-то сложных ситуациях, достаточно фракцию будущего сделать такой, чтобы внутри любой фракции прошлого находился корень будущего. То есть фактически это напоминает то, что когда сажается растение, оно благоприятно растет, то в почву, например, можно посадить семена, но с точки зрения будущего для растения почва – это прошлое, ведь в почву фактически прошлого были посажены семена. Также и здесь, чтобы получить благоприятное развитие событий, нужно уметь блоки прошлого, делать такими, чтобы из них шло свечение будущего. То есть уметь выделить в любой конструкции структуру присутствия будущего. Тогда мы получаем не просто
форму, да, будущего, но мы имеем и духовное управление будущим. То есть мы можем сказать, что дух, который вездесущ, дух человека, он пересекается с духом Бога там, где будущее творит Бог. То есть он соприкасается с будущим, получается, самого себя, человека. То есть есть будущее других людей, но в данном случае соприкосновение со своим собственным будущим, да, со своим собственным положением в каком-то месте, это есть практически сотворение себя. То есть человек может тогда организовывать свою собственную структуру, находясь в текущем времени. Достаточно только четко выделить фракции прошлого, там, например, да, текущего, можно даже так выделить, как настоящего. Потому что понятие настоящего, здесь в данном случае слово само, оно подразумевает и будущего, и прошлого, ну, просто настоящее для восприятия. Настоящим является то, что, вообще говоря, воспринимается. И получается, что вот текущее время отличается от времени все-таки с точки зрения того, что время может быть какого-то настоящего процесса. Ну, хотя он текущего, то есть время, но он включает в себя еще и фракции будущего, прошлого и так далее. То, что воспринимает сознанием. И получается, здесь еще надо уметь работать словами в этой технологии. Вот здесь вот как раз возникает первый спектр того, что работа словом, слово имеет принципиальное значение. Потому что когда речь идет о создании информации будущего, в данном случае мы также создаем и слова, тоже в том числе. Потому что материя будущего — это все-таки прежде всего материя и настоящего, да, и прошлого, потому что она строится зачастую на предшествующих процессах. И в связи с этим, что четко разделить, например, настоящее, да, текущее время от времени будущего, это не всегда такая, в общем-то, конкретная конструкция в сознании человека. То есть человек часто, так скажем, выделить этот процесс жестко не может вот, однозначно. Потому что даже, в общем-то, философский часто вопрос, что есть будущая конструкция с точки зрения текущего времени. Ну, понятно, следующая секунда — это будущее, да, но, тем не менее, в информацию уловить вот эту градацию течения следующей секунды — это, в общем-то, специальная задача. Если я там даже провожу рукой, делаю движение пальцем, и все равно я тогда должен вспомнить сначала, что там секунду назад палец был где-то здесь, потом он двигается. То есть это целая конструкция мышления. Так вот, чтобы в одном импульсе управления выделить жестко и однозначно, да, потому что мы работаем все-таки с точными, в том числе, величинами, а при создании именно материи будущего речь идет о том, что мы должны точную величину делать еще и определенной для сознания человека. То есть человек должен уметь совершенно четко находить, во-первых, себя в конструкции будущего, потому что он и есть опорная точка строительства, по сути. Ведь речь идет о том, что он сначала строит самого себя, то есть он определяет тот уровень, где он конкретно, например, находится, да, то есть речь идет о том, что получается, что человек, строя информацию будущего, он вынужден, вообще говоря, построить свою собственную конструкцию сначала. Потому что тогда он начинает видеть, что вообще происходит вокруг. Потому что, когда мы говорим о материи будущего, то мышление, оно, вообще говоря, сливается с действием души. То есть мышление души и мышление, получается, человека в целом, да, как личности, это часто один и тот же процесс. Здесь получается, что душа именно проявлена процессом действия мышления души по отношению к мышлению человека, в общем, в целом, как личности. И получается, что хотя будущее — это достаточно дискретный процесс, то есть будущее такое, что во многих местах возможных каких-то, да, происходит много каких-то возможных действий. Получается, что одно действие, оно не определено все-таки окончательно. Оно может, например, совершиться, но можно его, например, сместить. Да? И здесь получается, что также и устроено взаимодействие духа человека и души человека. Дух многокомпонентный, имеющий бесконечную форму развития и бесконечный статус в любой точке с точки зрения как бы внешнего восприятия и Бога, и человека. В первую степень, вообще говоря, Бога. Бог воспринимает дух человека как бесконечную субстанцию, потому что свойства Бога с точки зрения вот именно духа Бога по отношению к действию такие же, как и у человека. Получается, что
на духовной основе человек очень близок или иногда совершенно точно соответствует образу и движению Бога вот, в развитии информации. И здесь получается, что когда таким образом мы рассматриваем процессы взаимодействия духа и души, то мы видим, что тело человека строится от бесконечного уровня взаимодействия духа и души, но с точки зрения Бога. То есть мы себя воспринимаем потому, что Бог нас видит. И получается, что как бы вот, чтобы, например, мгновенно, да, излечить, сделать мгновенное управление, достаточно только лишь посмотреть фактически через восприятие Бога. То есть, а восприятие Бога — это обязательное содержание будущего процесса. Потому что Бог, Он вечен, там, естественно, есть все будущие процессы. Получается, что вот именно единение с Богом в Его зрении, так скажем, в Его мировосприятии, как человека, это есть первый уровень управления с точки зрения создания именно материи будущего. Здесь есть и духовный план, и присутствие действия Бога, например, в сложных состояниях человека, да, или же когда речь идет о том, что, значит, нужно не допустить какого-то проблемного состояния человека, здесь получается, что материя будущего — это есть структура, которая, например, ну, либо такое, скажем, развитие событий существует, да, и необходимо из этого будущего это событие практически как бы вывести. Как я сказал, четкая именно градация будущего, где именно прошлое, оно находится в другой области информации, то есть вне сферы как бы управления от тела человека. То есть прошлое как бы вытесняется вне тела. И здесь мы приходим к тому, что ведь тело, получается, находится вне именно временного фактора, по сути, для сознания и Бога, и человека. И здесь мы видим ту конструкцию, что как раз-таки именно здесь мы видим свойство сходное вот именно тела человека и Бога, когда тело находится именно в как бы пространственном больше уровне. Тогда получается, что вот понятие заболевания, да, там, где есть какие-то следственные причины, развитие, чтобы прервать заболевание и быть здоровым, достаточно тогда в причинно-следственной системе, просто выделив вот эту ось развития событий, взять и как бы вставить фракцию будущего, но уже нормального. То есть технология очень проста, ну как бы берется как некая ниточка и вставляется в луч развития событий прошлых. Все. Информация о болезни прерывается, человек в этой фракции уже здоров. И получается, что чтобы построить, например, ну скажем, здоровье человека, да, его тогда, получается, нужно строить полностью, то есть всего. Потому что надо учесть структуру внешнего управления по отношению к человеку, учесть внешние события. В общем, там колоссальное количество логических факторов получается. И вот, чтобы логика показывала все-таки точное управление, чтобы получить, например, всеобщее воскрешение, нужно, чтобы в будущем все были живы. То есть, как бы структура прошлого, да, вариант биологического распада, он исчез фактически, да, с области информации. Причем коренным образом как бы исчез навсегда так, как будто бы его, вообще говоря, не существовало, по сути. А это же действие Бога. И когда вы начинаете видеть, что в радикальных системах, там, излечений требуется, вообще говоря, сопоставимо, не точно такое, но сопоставимое действие, что информация именно деструктивного типа, например, она практически исчезает с уровня, вообще говоря, информации как таковой. Тогда получается, что мы здесь можем вполне увидеть следующий закон фактически развития построения материи будущего, что материя будущего строится на совершенно новой основе управления. Там совершенно иной, совершенно новый свет управления, который создается только за счет личности человека и личности Бога. И при этом следующий элемент света — это всегда присутствие следующего человека. Вот если мы хотим здесь рассмотреть, как вообще люди, значит, увеличиваются, да, в количестве именно с точки зрения этого процесса, то получается, что это закон совершенно четкий, чтобы знать точно, кто родится, пол, будущую судьбу, да, и так далее. Достаточно рассмотреть только лишь этот закон.
взаимодействие человека и Бога с точки зрения построения будущей материи. Тогда получается, что всегда можно, значит, человеку родить, причем человек может, например, там, да, воспроизводить людей, рожать бесконечное время, по сути, потому что будущее для Бога все равно оно бесконечно. И когда мы рассматриваем этот процесс, а процесс рождения — это, вообще говоря, нормирование. Ведь почему сейчас важно именно сохранить биологический уровень просто обычного развития людей, да? Потому что ну, существуют какие-то там заменяющие методы, киборг, опять же, системы, там, клонирование и так далее, но там процессы взаимодействия с Богом, они, получается, более отдалены в логический параметр управления. А вот естественный уровень именно бесконечного развития, изначально созданный Богом, он, получается, что в данном случае уже начинает работать только в том случае, если действительно обычно как биологический путь идет развитие людей, увеличение численности. Получается, что сам биологический путь построения фактически, да, будущих событий людей, для того, чтобы значит, люди имели бесконечную жизнь, получается, этот уровень развития должен быть особо выделен в статус именно будущего процесса, но в текущем времени, в социальном понятии. То есть понятно, что будущая цивилизация развивается, когда есть деторождение, например, да, простой такой логический довод. Но здесь, кроме логики, есть еще закон Бога. Бог так сделал, создал, поэтому так и должно быть. Да? Поэтому получается, что в социальном статусе выделение фракции будущего — это, вообще говоря, рождение детей, это развитие цивилизации, это развитие вообще всех видов, на самом деле, там, животных, растений, вообще говоря, развитие мира. Исходя из этого, мы видим расширение, да, структуры внешнего мира как структура проявления будущего действия Бога. То есть, если вот посмотреть, есть вакуум, например, да, есть какие-то внешние галактики, то мы очень четко можем увидеть, где действует Бог. Это граница между, например, вакуумом, да, между каким-то элементом физического тела и воспринимаемой именно вами реальностью. То есть граница восприятия, то, к чему вы соприкасаетесь как бы в своем восприятии. Ведь когда вы воспринимаете звездное небо, сфера вашего сознания, она фактически соприкасается со сферой, да, внешней реальности. То есть для вас же какая разница, где вы находитесь? Вы можете соприкоснуться сознанием с любым, в общем-то, уровнем реальности, с любой системой. И получается, что вот соприкосновение — это есть влияние, это есть действие, это есть расширение. Любой импульс сознания — это есть расширение. Вы как бы проталкиваете, да, мир дальше. Потому что любое соприкосновение, оно же ведь есть свет, идущий от вас. И получается, что вы своим светом все равно постоянно строите внешний мир. И, кстати, внутренний, да, одновременно тогда уже. И получается, что любой орган человека, любой уровень, он постоянно воссоздается человеком, лично причем человеком. И когда Бог рассматривает, как человек создает себя, да, всю внешнюю реальность, то получается, что Бог дает ему всю технологию, во-первых, потому что она изначально дана в душе человека, а у многих людей с развитием структуры управления эта система уже есть и в духовных уровнях управления. Когда дальше уже переходит на уровень сознания, когда логика восприятия такова, что уже человек строит на логике, получается, что он имеет свое вечное развитие просто потому, что он совершает любые, да, действия. И там будущее с точки зрения там, материи, формирования материи, всегда однозначно определено. То есть человек попадает как бы в линейную систему связи, ну, в таком как бы механическом, что ли, представлении идеи самой, да, то есть есть события, следствие хорошее, есть события, следствие обязательно хорошее. И вот когда в такую линейную систему человек попадает, то получается, что как раз-таки там и есть основная концентрация материи будущего, именно как таковой, то есть именно, скажем так, той материи, которую строить, вообще говоря, не надо. Она есть, потому что она дана Богом, материя Бога, так скажем, но она именно материя будущего, там, где все события благоприятны. И многие люди часто там в молитвах, в обращении, например, прямом к Богу, могут чувствовать, что они встали на эту устойчивую платформу своего будущего развития. Вообще говоря, как правило, человек сначала чувствует устойчивость всей цивилизации.
потом уже где-то находит себя там на уровне духовного прозрения. Потому что здесь уровень именно всеобщности, он четко выявлен. Будущее, оно всегда всеобщее. И поэтому, исходя из этого, кстати, ясно, что все равно все будут воскрешены. Значит, когда мы строим уже дальше, то есть выходим на духовный путь построения материи будущего, то есть выходим за логику, да, восприятия, то получается мы очень четко видим, что идущий свет, идущий луч, идущая, так скажем, жизнь, да, так как вы создаете жизнь, жизнь, создаваемая вами, свет жизни, именно идущий от вас, он выходит за пределы логики, но тогда он формирует логику. То есть получается, что мы можем вполне очень четко здесь как-то выделить структуру такого управления, когда будущее, например, идущее от вас, да, скажем, вы создаете будущее, и будущее, получается, идет фактически от вас. То есть мы здесь имеем такую систему управления, что вся информация будущего, которая, например, идет к вам от Бога, да, предположим, это есть тот уровень управления, когда будущее, идущее от вас, и будущее, идущее от Бога, то есть какие-то вот любые события, да, в вашей реальности, которые вот возникают вокруг вас, и которые могут, например, быть проявлены как события, например, просто текущего времени, да, то есть любое событие обладает свойством позитивного как бы следствия, оно почему-то происходит. И вот в выделении в этом событии именно следствия, ну, в общем-то, любого характера, там, звукового, цветового, да, в виде мышления и так далее, вы очень четко видите разговор Бога и человека тогда. То есть вот выделение сущности двух как бы векторов к вам и от вас, и выделение вот контактности, да, в условиях совершенно различных проявлений мира, вы видите как раз-таки свой личный разговор Бога и человека. Вот, то есть в условиях огромного, скажем так, многомерного мира только и возможно реально, с точки зрения развития будущих событий, получить, значит, ну, скажем, более точный, более конкретный уже разговор с Богом. То есть чем больше событий в мире, тем точнее человек разговаривает с Богом. Развитие мира в бесконечную систему связи – это и есть точность одной личности и Бога. То есть в данном случае получается, что для понимания каких-то аспектов, да, вот именно создаются какие-то нелинейные системы связи. То есть я сказал, что как раз есть линейные, где все понятно, все очень совершенно гладко и нет проблем, а вот именно нелинейные системы, такие как бы внезапные, да, дискретные какие-то, как бы не соответствующие логике процесса, да, это как раз таки проявление многомерности будущих процессов. То есть материя строится так, что все будущие процессы, они проявлены обязательно как процессы действия. И поэтому с этой точки зрения получается любой процесс, ну как бы он может быть считается там хаотичным, некая галактика, некое действие людей, некое действие там социальных систем, да, вообще говоря, просто объектов материального или там нематериального мира. По сути, это как раз-таки возможность человека еще более точно в будущем иметь прямой контакт с Богом, получать более конкретные точные знания. И хотя знания изначально всегда точны, по сути, душа всегда точно знает, что Бог дает душе. Вопрос здесь только в том, что здесь открывается именно механизм технологический. То есть умение учесть, например, да, в системе связи те связи, которые, например, определены, ну, как бы такими внешними, внезапными, или там хаотичные процессы, какие-то звезды вокруг галактики, да, и так далее, и умение наладить свою собственную жизнь в условиях этих систем, это есть все-таки контакт с Богом, где Бог, создавший все, Он показывает путь конкретному человеку. И получается, что конкретный человек, при условии, что все-таки закон создания материи будущего – это увеличение материи, чтобы создать что-то, надо обязательно увеличить, причем существенно увеличить. То есть если в текущем времени нам создать какую-то материю линейного плана, скажем, это есть, ну просто берется некая материя, да, она создается, а вот
причем пропорции они совершенно конкретные в текущем времени, взятая из прошлой часть материи, она создает в текущем времени, ну, собственно говоря, такой же объем материи, ну, как строится кирпичами, да, здание. Взятый строительный материал, он используется в таких же пропорциях. В будущем, чтобы создать хотя бы одну молекулу, нужно затратить там, например, там, тонны массы, по сути. Во-первых, многовариантная система, во-вторых, еще и хаотичность, как бы некая так называемая хаотичность. А по сути ведь Бог всепроявлен в любом явлении мира, именно в своем действии, и показывает просто пути доступа. И получается, что когда человек уже с ним входит в контакт, он получает свой личный путь именно бесконечного развития. То есть он, получив контакт с Богом, видит, что мир бесконечный, тогда он становится счастливым, по сути. Ведь бесконечное развитие, бесконечное количество выбора, да, дает реальное счастье человеку. И вот материя будущего должна в духовном плане обязательно содержать бесконечность развития человека. В любом направлении, ну, естественно, созидательном. То есть получается, что мы, ну, чтобы исключить там деструктивную часть развития, часто можем не пропагандировать, что это не надо делать там плохо, там, реструктурировать что-то там и так далее. А достаточно просто взять и структуру просто вывести из управления, из коллективного управления. И чем больше людей будут это делать, тем меньше возможностей совершиться деструкции. То есть если все люди четко знают там, цифровой ряд, чтобы не было там, да, взрыва ядерного на, например, текущий момент там, 1,7,4,8,4, конкретный ряд, кстати, просто числовой, который выводит возможность взрыва за пределы физической реальности, даже информативной. Достаточно сконцентрироваться, да, большему количеству людей, может быть и одному, который вышел в систему управления будущим, более, ну, как бы корректно, да, быстро. Все, взрыва не происходит. Так, что бы ни происходило вокруг, кто бы что ни пытался сделать, да, кнопки не отжимаются и так далее. То есть здесь получается, что система управления, в общем-то, будущим, она по сути такова, что мы должны знать, ну, данные знания такими, что понятно, что можно данный ряд использовать, но вот ведь гарантии того, что данный ряд, да, который сказан здесь, он сработает всегда точно для любого человека, эти гарантии заключаются в том, что не происходит взрыва, ну и нет, да, его, но ведь действие должно быть таким, чтобы не путем там концентрации на каком-то ряде постоянно, да, держать управление, а именно решать вопрос радикально, чтобы не было, вообще говоря, источников уничтожения, да, этих ядерных бомб там, и так далее. Тогда получается, что здесь вопрос построения будущего — это есть обязательный уровень радикального решения вопроса, по сути. Мы имеем устойчивое будущее, если мы там, не имеем в цивилизации, да, систем глобального уничтожения. В условиях воспроизводства этих систем получается, что для того, чтобы построить хоть один кирпичик будущего, мы должны постоянно заниматься тем на всех планах развития, чтобы не было систем глобального уничтожения. Потому что данные системы, они, получается, просто реструктурируют, делают неустойчивой вот саму материю. То есть как можно строить там, например, да, дом на воде, значит, который постоянно еще там волнами поднимается. То есть, в принципе, здесь получается так, что примерно сходная конструкция идет управления, и она выражена в том, чтобы построить устойчивую материю будущего, мы должны обязательно все-таки, прежде всего, получается, опять же, ну, приходим к той же задаче, сначала сделать управление, получается уже, чтобы не было, да, макроуничтожения, а управление идет все-таки из текущего времени, опять же. То есть, и получается, чтобы строить будущее, мы должны именно материю будущего, мы должны практически сделать такое управление, когда, например, человек, находящийся в будущем, прежде всего, это вы сами, должен иметь благоприятные условия развития. Опять же, мы попадаем в ту же самую систему и необходимость, да, строить благоприятные события, получается, для себя, и вокруг себя уже строить развитие, как бы, внешней конструкции управления, потому что в том случае получается, что благоприятные события для личности — это, вообще говоря, основа в построении материи будущего.
ну, скажем так, можно построить, взять какой-то материал и построить его просто с точки зрения физического материала, да, построить из него какую-то конструкцию. И там есть определенные законы. Так вот здесь получается благоприятное развитие личности, причем именно вечное развитие человека в физическом теле. Это и есть основа для построения устойчивого будущего. Во-первых, потому что на логике ясно, что когда вы строите на уровне бесконечного развития личность, то свет самой личности, то есть вас же самих, получается, обращен к вам же настолько ярко, что вы сами себе из будущего или там в будущем помогаете в строительстве, да, всего внешнего мира. И во-вторых, здесь еще имеет значение большое то, что свет ваших знаний, когда вот этот, ну, как бы некий мост, да, какой-то коридор свечения между вами здесь и вами в будущем, этот коридор настолько ярок, что вы получаете очень интенсивное, вообще говоря, управление с точки зрения управления, причем такого качества. Человек, который правильно обратился к Богу и получил точную информацию, он сможет в этот коридор, в это свечение привнести вам точные знания. Вот чем ярче вы светитесь, тем точнее вы еще получаете знания, кстати, о других людей. И вот в построении, значит, материи будущего вы создаете тот свет, который объединяет и вас, и людей, и Бога, да? То есть вы видите проявление личного действия совершенно четко, вы видите, как вам помогают эффективно люди, и вы видите, что конкретно делает для вас Бог с точки зрения будущего развития, причем вечного. То есть в этой материи очень четко можно выделить вот конкретный путь для вас. Вот вы что должны сделать? Там, выпить там, стакан, например, воды, да, в какое-то время, и тогда ваше вечное развитие будет обеспечено, например, там, на следующий миллион лет. Ну, то есть сделать какое-то конкретное действие в конкретном времени. И вот когда вы четко определяете как бы вот этот именно путь, что в конкретном именно действии, да, в конкретное время вы можете иметь все-таки свой собственный уровень, да, как бы собственного развития, то есть вы четко определяете, что от этого именно узлового момента, например, да, зависит все будущее, вся система развития цивилизации. Тогда вы приходите к структуре и к сущности своего рождения, по сути. То есть Бог вас и создал, вообще говоря, для того, чтобы, правда, изначально личность просит все-таки Бога о создании, но, тем не менее, вы изначально избираете, значит, получается, сами лично задачу спасения всех, потому что иначе будущее, вообще говоря, не строится. В логике это понятно, что человек взаимодействует со всеми элементами информации, значит, он должен каким-то образом иметь механизм, который позволяет ему управлять этими элементами. Каким-то образом это просто душа человека, знающая изначально от Бога. Значит, задача логического развития, чтобы это в каждой школе можно было как с учебника читать, там, в виде текста, да, эти знания. Здесь эта задача заключается в том, что вы имеете такой статус, так скажем, да, развития, когда сам текст, вот построение слова именно такого, которое несет именно свет будущих событий. Это есть фактически такое действие, когда вы вполне можете данное слово, например, да, ну, там, наложив на информацию будущего, например, есть свет будущего, вы берете слово еще неопределенное по качествам и по свойствам. То есть вы знаете, что это слово, да, и какие есть начальные контуры букв. Как вообще создавалось слово? Ну, почему именно такие контуры в разном языке? Если этим вопросом задаться, то можно увидеть, что эта система, вообще говоря, наложения личности связана с регионом, причем, да, структурой развития общества, и в структуре создания слова, по сути, в структуре создания слова мы можем видеть всю историю цивилизации, как прошлую, так, вообще говоря, и будущее. И получается конфигурация слова, сложение слова, то есть продвижение слова, развитие слова именно в бесконечность, то есть свойство слова, где слово развивается в бесконечность. Это и есть, вообще говоря, уровень, по сути, построения будущего через уровень словесной проекции. То есть получается, что вы
можете вполне в конечном итоге создавать те слова, которые строят бесконечное будущее. То есть в данном случае эта система, она достаточно проста, проецируется как бы свет будущего на предварительный как бы уровень восприятия, то есть на первый уровень, как бы первый уровень сознания, как бы волне восприятия. И получается, что сознание в данном случае работает как первичная как бы сфера восприятия. Во-первых, вы видите, что вы строите свое сознание в будущем самостоятельно, а здесь вы можете построить ту конструкцию, которая вам нужна. То есть, в принципе, любую адаптированную к любой системе конструкцию, где бы вы, вообще говоря, ни находились, да, в каком бы обществе вообще, или в какой-либо системе. Но здесь есть следующий путь. Вы можете увидеть, что вы можете вообще находиться где захотите. Если, например, сделать управление, можно в вакуум насытить кислородом и спроецироваться тогда и в то место, где есть условия для жизни. То есть человек не ограничен, в общем-то, здесь получается по именно, что ли, случайному какому-то уровню, или он ведь не ограничен, что якобы вот здесь он находится, и это некая случайная величина, на Земле есть благоприятные условия. По сути, человек имеет право и возможность жить где захочет. И аналогия здесь ясна, что он может создать благоприятные условия вообще в любой точке. Да? Почему он находится конкретно на Земле, и вот, например, проекция, да, всего внешнего мира в данном случае, она идет как восприятие человека, например, смотрящего на внешнюю систему связи, там некие звезды, галактики и так далее. Потому что здесь как раз-таки в действие как раз-таки входит этот закон макросозидания, когда внешние галактики, они также способствуют формированию, да, будущего, и пропорции очень четко, кстати, определены. То есть конкретно каждое вещество в галактике по отношению к конкретному человеку всегда занимает свое конкретное место. И вот когда человек осознает свою четкую, ну, как бы находится на оси управления, да, когда, ну, вот этот стакан воды, да, выпитый в нужное время и в нужном количестве, и тогда данная ось управления дает ему истинные реальные знания, но уже идущие от Бога лично и от того, что он осознает проявление Бога во всеобщей реальности. То есть он четко видит, что он является независимой личностью, что он может вполне управлять любым элементом реальности, но вопрос только, получается, да, в выборе элемента реальности, вообще чем управлять. Ну и так понятно, что все нормально, там, да, галактики крутятся и так далее. Значит, получается, что человек тогда начинает формировать в этот момент, когда он на центральную ось управления встает, он начинает формировать самостоятельно свои собственные события. То есть человек формирует события практически так же, как ему показывает Бог, потому что он начинает видеть себя и весь внешний мир. То есть он как личность, создающая мир. Тогда он начинает создавать себе события. Конечно, здесь имеет значение тогда профессионализм, получается, ну, как в любое мастерство, да? Значит, понятие своего действия, зачем оно делается. Кроме всего прочего, существуют, конечно, текущие события, какие-то, которые необходимо решать. Но я сказал именно о узловых принципиальных событиях в жизни человека, где часто это не как таковое событие, а именно, вот, как я объяснил, стержневая ось управления. Получается, что в этом случае человек находится четко и в настоящем времени, и одновременно в будущем. Вот здесь очень важный переход. Духовная система в этом случае выходит практически вне времени, она находится как бы получается, вневременную все-таки систему управления. И здесь очень важный переход такой вот на логике, надо вообще еще видеть на уровне восприятия, когда замедление словесного управления сразу рождает массу энергии и информации. Вот я, например, могу медленнее еще сказать, например, да, вне, например, времени. То есть я как бы удлиняю фразу еще как-то по-другому и начинаю строить. И масса информации начинает распачковываться. То есть одновременное нахождение человека и в текущем времени, и в будущем создает материю для построения, опять же, все-таки будущего процесса. Но также устроен и Бог. Он же одновременно находится и в будущем, да, и в настоящем.
То есть получается, что построение системы управления, вот, например, для какого-то массированного, срочного действия, мгновенного действия, это есть одновременность присутствия личности, как на стержневой оси управления, так и к следствию присутствия на этой оси, это есть одновременное присутствие в будущем. Логически и так ясно, чтобы четко управлять будущим, совершенно понятно любому, кто логически анализирует данную ситуацию, что понятно, нет проблем, конечно, он контролирует будущее, потому что он там находится. Как иначе контролировать? В физическом плане это просто человек пришел на конкретный объект, например, строительный, дал указания, но когда речь идет о будущем, значит, он должен тоже так же ходить. Здесь можно очень четко вычислить, сколько нужно вообще энергии конкретно, да, ресурса, чтобы построить в будущем конкретную ситуацию по аналогии с текущим временем или с прошлым. То есть, чтобы, например, взять и там, вылететь на самолете, дать указания в какое-то место, да, это один вид работы. Можно просто позвонить, да, в это место и дать указания. Можно сравнивать типы и виды работ, скажем, да, по затраченному ресурсу. Так вот, чтобы спасти всех единым действием и сделать, причем четко обеспечить бесконечное развитие, нужно создать свой собственный свет, который, вообще говоря, вмещает все ресурсы действия. То есть вот это как раз-таки реальное будущее, это как раз-таки реальная материя будущего, но созданная вами. Свет, который вмещает все сочетания событий. И получается, что в этом случае вам не надо считать там на миллиметровке, сколько там пролетел самолет или сколько вы потратили на звонок, да, какого-то уровня, чтобы дать указания, а не летать на самолете, как бы лично не договариваться. Достаточно засветить этот свет. Ведь самолет это все-таки часто тоже система, требующая дополнительной диагностики, управления, да? Сработает ли телефон или не сработает, а ваше личное управление, ваша личная жизнь, ваш личный свет, он всегда с вами. И достаточно его засветить на всех, то есть передать, скажем, да, радость вечной жизни всем, и вы получаете действие такое же, но не звоня по телефону. То есть там совершается, то есть вот и есть управление будущими событиями, но в личностном плане. То есть перевод в личностное управление, это есть уровень, получается, анализа. То есть логика, это есть, ну, как бы, средняя система, как промежуточная в механическом понимании между будущими событиями, между материей будущего и вами лично. Да? То есть, получается, вы логику сами создаете в себе. То есть, можно, значит, улучшить, получается, логическое мышление просто всего лишь навсего тем, что вы берете информацию будущего, в механическом понимании, вот блок будущих событий, и берете к себе, приближаете, ну, как бы прессуете, да, и получается, что логика вынуждена концентрироваться. Тогда, получается, вы обладаете механизмом управления своим сознанием, да, состоянием, просто за счет светооптических величин. То есть не надо там долго изучать какой-то предмет. Взяли вот информацию, он перед вами, ну, просто приблизили его механически. Я в свое время пилотам давал такие техники, там в 3 дня изучали английский, который нужно там, например, месяцами изучать. И, значит, все, у вас есть полный механизм управления, берете управление, например, на себя и все. То есть получается, что элементарное знание, вот, да, доступ к информации будущих событий, а часто у пилотов стоял вопрос так, что там надо было срочно, потому что там речь шла о самолетах, они были вынуждены применять еще личностный фактор, и они часто вообще ускоряли до каких-то очень таких сжатых пределов, буквально там, например, были случаи, когда там и в 1,5 дня изучали целый курс летный, это очень сложные величины. И получается, причем люди, которые вообще не знали часто английского. И здесь получается, что элемент вот именно управления, вот этого сжатия информации, то есть фактически настройки логической фазы управления на уровень там, да, прием сдачи, причем здесь же уровень такой, что ведь пилоты, это же ответственный уровень работы, он должен правильно понять язык, потому что он отвечает за людей, и у них критерии ответственности он максимально высокий. И получается, он еще вынужден закрепить за собой реальные события. То есть не просто там механически изучить на время, да, например, сдачи экзамена, а вообще знать язык реально. Получается, что здесь вот механизм
стыковки. Ну вот я конкретно привел пример из практики, где обучение я производил именно пилотов под подобные, скажем, да, технологии, именно элементов сжатия. Но по сути это проблем нет, это можно использовать любую систему. Для чего? Например, нужно излечить человека быстро, да? Берется информация, где событие отсутствует все-таки, да? Вы вправе выбирать уже событие. Событие отрицательно отсутствует. Берете и начинаете сжимать так, чтобы вы ощущали, что ваше тело становится, ну, как бы, даже вот вы должны ощущать в личностном плане эффект как раз такой, что вы более отдохнувшие. То есть вы, наоборот, от этого здоровеете, это критерий, да? Вы это должны четко видеть, идет свет, идущий от вас, он более ну, что ли, более сильно оздоравливает окружающих. То есть, раз вы оздоравливаете, значит, на всех идет элемент оздоровления. Если вы там диагностируете технику, значит, там меньше техники вообще везде, да, там попадает в какие-то проблемные ситуации и так далее. И вы приближаете настолько, чтобы технология была видна уже зрением. Вот что есть управляющее сновидение? Это есть сжатие, на самом деле же, пространства до уровня одного луча, по сути-то. И, например, идет луч, любой там, без разницы в каком месте, но, как правило, возле тела, да? И все, просто распаковывается информация, там сразу ясно, что вообще, что за событие. Но ведь управляющее духовное видение, это же не догадки, не домыслы, это точное знание. В той же самолетной тематике, там, например, у меня бывают такие даже задачи, там типа 140 жгутов, надо найти один конкретный. То есть прозванивать все, там несколько суток работы, да, например. Я конкретно показываю, и действительно он находится. То есть получается, что задача выделения вот из бесконечного уровня события, например, ну, скажем, найти жгут, который там проблемный, и в свое время, значит, таких работ, кстати, получалось, ну, были ситуации, когда именно там сложные у них соединения в сложной технике приходилось вот срочно находить, потому что иначе там возникает другого типа задачи. То есть требуется еще более сложного управления, чтобы скомпенсировать задачу. То есть получается, что здесь человек часто вынужден делать быстро и точно, потому что, например, чтобы не было взрыва там АЭС, да, и так далее, и так далее. То есть человек вынужден часто решать любые задачи, которые перед ним как бы формируются, ну, в силу разных причин. Получается, вот именно формирование разных причин, да, это вообще говоря, ну, в общем-то, специальный вопрос. Почему такие причины вокруг человека формируются? Ну, одно дело он там сам себе выбрал, ты, например, взял задачу, сам поставил, сам, например, да, ее решает. Значит, основное количество, в общем-то, люди в основном-то так и делают. А другой вопрос, что вот зачем задача изначально поставлена, да, Богом, человеком, то есть вопрос к Богу и к человеку, к его личности. Тогда опять возникает вопрос формирования все-таки будущей материи, да, материи будущего, для того, чтобы понять вообще эти вопросы и их решить. Вот здесь мы опять приходим к тому, что все равно придется формировать все равно материю того же будущего, но уже с точки зрения решения. Не просто мы построили некий дом там в будущем, и он там функционирует, потому что мы его правильно построили, да? А потому что есть же еще вопросы принципиальные, вообще в принципе, почему мы это делаем, там, вообще зачем нам строить дом именно здесь. То есть, а может быть мы хотим отдохнуть там, да, сейчас, чем именно сейчас строить и так далее. То есть, и получается, что вот это вот формирование, ну, дом, конечно, это величина, приведенная к примеру, на самом деле речь идет о любого уровня событиях. Тогда возникает очень простой элемент управления, где совершенно четко сказано, что на самом деле это есть взаимодействие Бога и человека по обеспечению именно вечного, да, максимально благоприятного с точки зрения данного развития. Значит, именно уровня, скажем, реализации человека, да, ну, получается и Бога, потому что Бог как раз заинтересован, Он так и делает, чтобы все было благоприятно. И с точки зрения все-таки решения всех вопросов для всех людей, мы опять приходим к каждому отдельному человеку в данной конструкции управления.
Следовательно, основной закон, да, построения материи будущего – это учет всех характеристик, прежде всего, каждой личности, и уже отсюда, да, построение собственной системы. Если где-то у личности что-то требуется добавить, то часто это и есть та задача, которая формируется за счет внешних событий. Таким образом, вот, в данной системе управления вы должны выделить именно личностную характеристику путем передачи, опять же, получается, знания, да, к каждому, и уже отсюда строить именно всеобщее управление, где вы обязательно находите свой точный, духовный, личностный, ну, как бы всеобщий, в общем-то, путь своего познания, своего развития и своей вечной жизни. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.